Всем доброго времени суток! Сегодня мы затронем такую тему, чем стоит подкормить томатную рассаду, чтобы стебли стали крепкими и толстыми, при этом корневая система хорошо развивалась и функционировала, а также как сделать задел на будущее цветение и плодоношение. Сделаем так, чтобы помидоры не вытягивались, стебли утолщались, а урожай был хорошим. Как видите, рассада здесь не очень хорошая, маленькая, тоненькая. И сейчас мы сделаем из вот такой вот рассады, преобразим ее с течением времени вот в такую крепкую, хорошую, красивую рассаду. Начнем, пожалуй, с того, когда и сколько раз необходимо подкармливать рассаду. До момента пересадки саженцев в теплицу или открытый грунт мы подкармливаем рассаду трижды. Первую подкормку необходимо произвести после 2-3 дней после пикировки, как вот в данном случае. Вторая подкормка будет через 2 недели после того, как подкормили рассаду в первый раз. Рассада будет выглядеть примерно вот так. Третий раз будем подкармливать за 2-3 дня до высадки в теплицу или открытый грунт. С этими вопросами мы с вами разобрались. Теперь перейдем, какие удобрения и в каких количествах необходимо внести в почву. Можно приобрести уже готовый комплекс удобрений, а можно сделать самостоятельную подкормку. Для этого в специальных садоводческих магазинах мы покупаем всего 2 удобрения. Можно купить в большом объеме, а можно купить маленький пакет. И первое удобрение – это монофосфат калия. Что даст нам эта подкормка? Самое главное – это усиленное развитие корневой системы. Если вы видите, что у вас растение хилое, плохо развито, то этот состав поможет окрепнуть рассаде за счет сильной стимуляции роста корней. Как мы видим вот в этом случае, растение не очень хорошо развито. Такой полив повысит устойчивость растений к грибковым заболеваниям, погодным перепадам и стрессам. Кроме этого, поможет повысить урожай, позволяет продлить период цветения, повысить лёгкость плодов и улучшить вкусовые качества. Оно быстро усваивается и не накапливается в почве. Итак, теперь перейдем из теории в практику. Итак, для первого полива будем использовать литровую банку и полграмма состава монофосфата калия, монокалий фосфата по-другому. Когда растение совсем еще небольшое, например, вот такое и чуть меньше. Вот именно полграмма нам понадобится на 1 литр воды. Если растение уже во второй фазе, вот такое большое, да, например, у некоторых уже на подоконниках такие растения, то есть это должна быть внесена уже вторая подкормка, то мы можем использовать 1 грамм на 1 литр воды. Значит, вот литровая баночка теплой водички. Затем, как измерить 1 миллилитр или пол-миллилитра и сколько это будет в чайной ложке. Вы можете воспользоваться шприцом, то есть обрезать у шприца одну часть, да, и, соответственно, наполнить, тем самым будете измерять, будет такая некая измерилка. А можно воспользоваться вот таким вот стаканчиком мерным, может, у кого есть, от различных препаратов аптечных, сиропов. Тут написано 1 миллилитр. Посмотрите, может, у вас есть, если не выкинули. Но если нет, ничего страшного, не расстраиваемся. Сейчас посмотрим, сколько будет 1 миллилитр в чайной ложке. 1 миллилитр. Сейчас посмотрим, сколько это в чайной ложке. Должна быть 1/4 чайной ложки получиться у нас. Даже многовато. Вот столько примерно это в чайной ложке. То есть 1/4 часть примерно чайной ложки вышла.
Соответственно, пол-миллилитра. Это будет половинка. Убираем половинку. Здесь половинка, ну где-то вот на кончике, да. Так вот определяем, на кончике чайной ложки. Можете использовать шприц. Это более удобный вариант. Для, значит, первой подкормки я использую вот столько. Для удобства я воспользуюсь вот таким вот стаканчиком. Налью немного состава и буду поливать наши помидоры. Видите, тепленькой водичкой. Сразу видно еще чуть-чуть, чтобы полностью подкормить, где сухое осталось. Вот все, больше не надо. В стаканчике видно, что стаканчик весь, вся земля пролита. Сейчас все остатки какие выйдут через отверстие, если лишка перелили немножечко. Для этого они и нужны. Таким же способом поливаю всю остальную рассаду, которая маленькая. Если рассада у вас имеет уже 4 листочка, то, соответственно, можно ее также полить данным составом. Если рассада уже большая, то есть увеличиваем дозу. После того, как мы внесли первое удобрение, проходит 4 дня, выполняем вторую подкормку и вносим после этого второе удобрение. А именно это кальциевую селитру. Вы можете также приобрести в таком большом объеме, либо купить маленький объем. Для чего мы это делаем? Мы будем наращивать зеленую массу, так как в нем содержится быстродействующий азот. Азот поможет великолепно развиваться рассаде. Цвет листочков в итоге будет насыщенно зеленым, а стволы будут крепкими. А кальций поможет улучшить фотосинтез. Благодаря этому у томатов повысится устойчивость к различным болезням, снизится на 90% риск развития гнилей, в том числе вершинной гнили, и растения получат необходимое сбалансированное питание в нужное время. В первом случае мы наращиваем корневую систему, а во втором случае мы наращиваем и укрепляем зеленую массу. В результате растение будет давать хороший урожай, будет устойчиво к различным заболеваниям и даст вкусные, полезные плоды в свое время. А теперь поговорим о дозировке. Итак, примерно это выглядит вот так вот. Да? Вот так. То есть он гранулированный, ровно, конечно, так уж сильно не положить. Сейчас вытру ложку. И мы сейчас посмотрим, сколько 1 грамм получается в ложке. Но даже тут чуть побольше 1 грамма. Вот, получается также примерно 1/4 ложки. То есть мы делим еще. Можете также воспользоваться шприцом, повторяюсь. Вы можете у шприца, да, отрезать ту часть, где набирается вода, и, соответственно, измерить, наполнить его. Тогда вы не ошибетесь и сделаете дозировку еще более точной. Вот столько потребуется примерно для одной подкормки на 1 литр воды уже взрослого растения. Вот такие 2 подкормки поможет улучшить вам состояние рассады. Пользуйтесь, мои дорогие. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите ваши комментарии. Может быть, вы пользуетесь чем-то другим, или вы мне самой дадите какие-то полезные советы, которые я потом приму себе на заметочку и буду использовать для улучшения не только, может, рассады, но и применять их в огороде. А пока у нас еще за окном лежит снег, мы выполняем вот такие манипуляции. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч.